Сегодня я приготовлю рогалики с повидлом. Приветствую всех, витаю! Для начала я ставлю опару, практически всегда это делаю. В мисочку кладу дрожжи, живые дрожжи. Теперь добавляю теплое молоко и чайную ложку сахара из общего количества, которое пойдет на тесто. Перемешиваю венчиком. Теперь из общего количества муки добавляю 4 столовые ложки и перемешиваю. Опару я ставлю практически всегда для того, чтобы проверить качество дрожжей. Но и это не самое главное, для размножения дрожжей. Тогда тесто, особенно сдобное, будет легче и быстрее подходить. Ставлю опару в теплое, спокойное место. Это у меня микроволновка. При этом, конечно же, микроволновку не включаю. Стоит опара примерно 20 минут, а тем временем я подготавливаю сдобу. В миску кладу размягченное сливочное масло. Все продукты должны быть теплые. Добавляю сюда оставшийся сахар. Теперь чайную ложку ванильного сахара. И пол чайной ложки соли. Перемешиваю. Для приготовления мне понадобится 2 яйца, но отсюда я сразу откладываю один желток для смазки. Просто в чашечку его кладу и накрываю пленкой. Отставляю пока что в сторону. Итак, 1 яйцо и 1 белок добавляю к сдобе. Все это слегка перемешиваю. Сдоба готова. А тем временем опара наша подошла. Вот такая вот стала воздушная, поднялась, пористая и воздушная. Не бойтесь ее перемешать, еще раз обогатить кислородом. Теперь добавляем ее к сдобе. Теперь оставшуюся муку в несколько приемов я вмешиваю в это тесто. Вот так вот постепенно добавляю оставшуюся муку. И теперь к тесту добавляю столовую ложку растительного масла. И опять все хорошо собираю в комочек. Все крошечки должны войти в тесто. Теперь на стол насыпаю небольшое количество муки. И выгружаю тесто. Тесто мягкое. Его нужно хорошо вымесить, чтобы развилась клейковина. Вот теперь минут 10 нужно месить, растягивать и месить это тесто. Оно становится мягеньким и, кстати, не берется к рукам. Муку я теперь практически не добавляю. Тесто такое гладкое, эластичное. Хорошее тесто получается. И вот посмотрите, какое тесто. Оно должно быть гладкое, не забитое и к рукам совершенно не берется.
Теперь в миску я смазываю растительным маслом. И сюда выгружаю тесто. Кладу тесто в миску. Накрываю пленкой. Тесто должно увеличиться в 2 раза. И отправляю опять же в спокойное место, в микроволновку для подъема. Примерно на 40 минут. Тем временем мне нужно подготовить начинку. В моем случае это домашнее яблочное повидло. Стояло оно в гараже, конечно же, не теплое. Поэтому я достаю, разминаю его вилочкой и оставляю на кухне, чтобы оно прогрелось. Все продукты для приготовления рогаликов должны быть теплые, комнатной температуры. Итак, тесто достаем, оно поднялось. Еще раз нужно его обмять. Вот такое вот воздушное тесто. Обминаю еще раз. Это сдобное тесто, ему тяжело подняться, поэтому его несколько раз нужно оставлять для подъема. Очень приятно работать с таким тестом, оно не липнет к рукам. Мягкое и воздушное. Теперь опять я его отправляю в мисочку для подъема, теперь уже на 30 минут. Накрываю пленкой и в теплое место. Вот мое тесто постояло полчаса. Выгружаю его на стол, слегка обминаю. И теперь формирую 12 кусочков. Теперь каждый кусок теста скатываю в шарик, округляю и кладу на поднос, слегка притрушенный мукой. Округленные шарики я выкладываю на поднос. Теперь накрываю полотенечком и даю отдохнуть тесту минут 10. Ну а теперь посмотрите, как формирую рогалики. Вытягиваю тесто, раскатываю по длине. Выкладываю начинку. Теперь накрываю кусочком. Теперь защипить нужно по краям. Остальную часть опять нужно вытянуть. Режу на продолговатые полосочки. И теперь зажатым по краям формирую рогалик, либо круассан. Вот таким образом. То ли гусеница, то ли рогалик.
Выкладываю на противень. Выкладываю рогалики на противень, формирую их подковкой с расстоянием, чтобы была возможность для подъема. У меня получилось 2 противня, и сразу 2 я и буду выпекать. 20 минут они стоят на расстойке. А тем временем мне нужно подготовить желток. Яйца у меня домашние, и желток у них жирный. Поэтому нужно разбавить желток водой. Добавляю сюда 2 чайные ложки водички и размешиваю. Не взбиваю, а просто размешиваю. Если у вас яйца магазинные, то достаточно будет 1 чайной ложки воды. Это нужно сделать для того, чтобы поверхность сдобы не горела. Вот такая должна быть смазка. Прокапывать должна. И спустя 20 минут я смазываю желтком рогалики. И опять жду, чтобы смазка подсохла. И только когда можете попробовать пальчиком, если на пальце не остается желток, значит выпечку можно ставить в духовку. Смазка должна подсохнуть. Отправляю рогалики в духовку. – 180 градусов и примерно 20 минут. Надеюсь, видео было полезным. Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. Пирожок ароматный, мягкий, вкусный и воздушный. Сегодня у нас целый день порывается снежок, такой легкий, воздушный, приятный. И посмотрите, что я обнаружила. Скоро весна, подснежники, красота. Спасибо за просмотр и до новых встреч!